Всем привет! Sveiki visiem! Быстрый вопрос. Сколько зданий может спроектировать один архитектор за всю карьеру? 20? 50? 100? Этот человек спроектировал 250 за 40 лет. Это 6 с лишним проектов в год. Вы проходите мимо его зданий каждый день. Берга Базарс, 40-я гимназия на Тербатас, музей Гюнстиля на Алберта. Я уверена, большинство из вас не знает его имени. Константин Пекшинс. Пора это исправить. Сегодня я расскажу историю человека, который прошел путь от студента политехникума до одного из самых влиятельных архитекторов Балтии. Историю о том, как менялась архитектура на рубеже веков и о зданиях, которые мы видим до сих пор. Константин Пекшинс родился в 1859 году в семье хозяина небольшой сельской усадьбы Нутис Масалацкого уезда. Это была типичная латышская семья среднего достатка. Не богатая, но и не бедная. Кстати, о семье. Отец Константина был латышом, а мать – немкой, дочерью мельника. Смешанные браки в то время были обычным делом в Видземе. Но самое интересное, в семье была еще одна творческая личность. Мария Пекшина, сестра отца, была первой латышской женщиной-драматургом. Ее пьесы шли на сцене театра Рижского латышского общества и пользовались большим успехом. Представляете, какая атмосфера была в семье, если архитектура и театр были в крови? Когда Константину исполнилось 10 лет, семья приняла важное решение – переехать в Ригу. Это был 1869 год, и город переживал настоящий бум. Промышленность развивалась стремительно, открывались заводы, строились новые районы. Рига превращалась в крупнейший порт на Балтике. Для сравнения, в 1900 году в Риге живет 280 тысяч человек, в Хельсинки – 94 тысячи, а в Таллине всего 65 тысяч. Для мальчика из провинции это было как попасть в другой мир. Сначала он учился в школе Рихарда Валса, затем с 1875 года поступил на подготовительное отделение Рижского политехнического училища. Кстати, политехникум, как его тогда называли, был одним из лучших не только в империи, но и в Европе. Здесь преподавали будущие нобелевские лауреаты, а студентами были будущие знаменитые инженеры, архитекторы, химики со всей Европы. Обучение велось на немецком языке. Надо будет сделать отдельное видео про политех, в его истории много интересного. С 1878 года Пекшинс учился на инженерном факультете, но его тянуло к архитектуре. И с 1880-го он перевелся на архитектурный факультет, который окончил в 1885 году. Но учеба – это не только лекции и чертежи. Уже будучи студентом, Пекшинс показал себя как активный общественник. Он основал студенческий клуб друзей, стал одним из основателей первой латышской студенческой корпорации «Силония», где был председателем. Это было важно. Латыши в то время только начинали формировать свою интеллигенцию, свое культурное пространство в городе, где доминировали немцы. Вместе с ним в корпорации состояли и будущие знаменитые архитекторы Ванакс и Лаубе. После окончания института перед молодым архитектором встает вопрос, с чего начать. И Пекшинс делает правильный выбор. В 1885 году устраивается в строительную контору Яниса Бауманиса. Для тех, кто не в теме, Янис Бауманис – это легенда латышской архитектуры. Первый профессиональный латышский архитектор с высшим образованием. Человек, который доказал, что латыши могут создавать не только деревянные избы, но и монументальные каменные здания. У меня на канале есть видео о жизни и творчестве Яниса Бауманиса. Ссылку оставлю в первом комментарии. Год работы у Бауманиса становится для Пекшинса бесценной школой. Он учится не только проектировать, но и работать с заказчиками, решать технические проблемы, руководить стройкой. И уже в 1886 году, в возрасте 27 лет, Пекшинс открывает собственное архитектурное бюро. Смелый шаг для молодого специалиста, но он оказался правильным. Почему?
Все дело в политике и национальных отношениях. В Риге того времени большинство архитекторов были немцами или русскими. Латышские заказчики, а их становилось все больше, ведь латыши богатели, открывали свои предприятия, строили дома и предпочитали работать со своими. А потом случается непредвиденное. В 1891 году умирает Янис Бауманис, и Пекшинс вместе с Оскаром Барсом остаются практически единственными практикующими латышскими архитекторами в Риге. Представляете, какой поток заказов хлынул к ним? Первый крупный заказ Пекшинс получает от Кристопа Бергса, крупного подрядчика и градостроителя того времени. Требовалось застроить участок, где раньше были капустные поля. Это был настоящий вызов. Нужно было спроектировать уникальный для европейской архитектуры ансамбль пассажа со 130 торговыми местами для утонченной рижской публики и гостей города. Современный торговый комплекс. Базар Берга также включал жилые дома и гостиницу. Причем строить предстояло на сложном песчаном грунте. Начинающий архитектор Пекшинс справляется блестяще. Здания в стиле позднего итальянского ренессанса, построенные с 1887 по 1996 годы, показали его умение решать сложные пространственные задачи. Фасады украшены арками, пилястрами, карнизами, все как в учебнике по архитектуре Возрождения, но адаптировано под рижский климат и строительные традиции. Знаете, что было гениально в базаре Берга? Пекшинс сделал то, что до него почти никто не делал в Риге. Он перенес общественную функцию здания, торговлю, общение с уличного фасада вглубь квартала, создал внутренний двор, где кипела жизнь. Это было новаторство для города, где все происходило на улицах. А в 1897 году, тоже для Берга, Пекшинс построил тут и доходный дом, который придал участку завершенный вид. Базар Берга работал и в годы независимой Латвии, но в 1927 году фасад, выходящий на улицу Чака, был перестроен. В советское время бывший базар Берга имел запущенный вид. В начале 90-х, после возвращения собственности наследникам Берга, комплекс постепенно восстановили по проекту архитектурного бюро Зайги Гайла, чей офис находится на территории базара Берга в этом деревянном доме. Как видите, базар Берга стоит до сих пор. Сейчас здесь современное пространство для торговли, бизнеса и отдыха, и это гордость рижан. Конец XIX века – это время историзма в архитектуре. Что это значит? Архитекторы обращались к стилям прошлого – античности, средневековью, ренессансу, барокко, причем часто смешивали их в одном здании. И это все вместе называлось эклектикой. В этот период Пекшинс чаще всего работает в стиле неоренессанса. Посмотрите на здание Общества взаимопомощи рабочих Павасарис, построенное в 1886 году. Самая первая самостоятельная работа Пекшинса после открытия своего бюро. Или на доходные дома на улице Мариас 11 и Аудио 9. Но он не ограничивается одним стилем. Для церквей, например, выбирает неоготику. В 1895 году была начата Лейясцемская евангелическая лютеранская церковь, однобашенное здание с устремленными вверх линиями. К сожалению, эта церковь была разрушена во время Второй мировой войны. Та же судьба постигла и латвийскую евангелическую лютеранскую церковь святого Николая в Елгове, которую Пекшинс спроектировал вместе с Августом Ванаксом в 1904-1909 годах. А вот православный храм монастыря Святой Троицы в Риге на улице Кришиня Барона 126 – это совсем другая история. Строится он с 1900 по 1907 год, тоже совместно с Ванаксом, в так называемом русско-византийском стиле. Купола, кокошники, аркатурные пояса – все в традициях русского церковного зодчества. Заказчик ведь был соответствующий. 1895 год выдается продуктивным. Пекшинс строит временный концертный зал
для 4-го всеобщего праздника песни, который в тот год проводили в Елгове, а не Риге. Продолжая традиции своего учителя Яниса Бауманиса, Пекшинс возводит огромную конструкцию, рассчитанную на 1000 участников и зрителей. В том же году Пекшинс создает павильон для сельскохозяйственной, промышленной и ремесленной выставки в Елгове. А в 1896 в Риге павильоны Латвийской этнографической выставки, которая проходила в рамках Всероссийского съезда археологов. Выставка размещалась на территории теперешнего парка Кронвальда. Именно ее экспонаты в дальнейшем стали основой для этнографического музея Латвии под открытым небом. А что с жилыми домами? С конца 1890-х годов у Пекшинса появляется фирменный знак – угловые башни. Причем это была не просто декоративная прихоть. Башни служили ориентирами в плотно застроенном городе, создавали систему отсчета. Вы идете по улице и видите башню. Значит, угол квартала, пересечение улиц. Вот, посмотрите, открытка, и на ней изображена улица Мариас. Мариас 9, Меркеля 1, Базницас 9/11, Терботас 7. Везде башни. И это еще не наступил 20 век с его масштабами строительства. А есть перекрестки, где из 4 углов 3 украшают башни Пекшинса. Например, вот этот. Идея с обозначением перекрестков прижилась, и в начале 20 века центр Риги буквально превратился в город башен. Но не все дома Пекшинса с башнями сохранились. Например, дом братьев Зейбергов, владельцев крупной судоходной компании. В начале 20 века он был одной из доминант рижской панорамы. Не пережил исторические бури Первой и Второй мировой. На его месте построили что-то невыразительное. Посмотрите на доходный дом братьев Нестеровых, который занимает целый квартал между улицами Мариас, Элизабетес и Калнене. Построен он в 1899 году. На тот момент это был самый большой доходный дом в Риге. Это была сложнейшая планировочная задача. Пекшинс решает ее так, как делал его учитель Янис Бауманис, с помощью Т-образной конфигурации корпусов. Вот как это выглядит на спутниковом снимке и на плане дома. Со стороны улицы парадные комнаты, гостиная, столовая, кабинет. Сюда приглашают гостей, здесь демонстрируют достаток. А вся частная жизнь – спальни, детские, кухня, комнаты прислуги – в глубине дома. Никакого любопытства с улицы. Публичное спереди, приватное сзади. Декор фасада на углах – традиционные для Пекшинса башенки, но на этот раз изящные и сдвоенные. Интересно, какие мотивы вдохновляли архитектора при создании декора дома? Окна украшены женскими головками в кокошниках. Значит, русская тема. Как думаете? А фигуры атлантов на углах меня вызывают ассоциации с викингами, а у кого-то с героями финского эпоса Калевала. Но дом-то построен для русских домовладельцев. Откуда здесь финны? В общем, загадка. Сейчас часть дома уже восстановлена, и там располагаются апартаменты. Конечно, масштаб квартиры уже не тот. Если раньше это были барские квартиры от 180 квадратных метров каждая, с черными парадными входами, с комнатой для прислуги, по 2 квартиры на каждой лестничной клетке, имея в виду парадные лестницы, конечно, то теперь нарезано по 4. Вот современная планировка. И пока восстановить весь дом девелоперу не по зубам. Остальная часть фасада имеет неприглядный вид. На рубеже веков Пекшинс начинает свободнее интерпретировать исторические стили. Тюдоровская готика в доходном доме на улице Межа, 4А. Мавританский стиль на Терботас 33-35. Это вообще экзотика для Риги. Арки, орнаменты, напоминающие Бальгамбри. Необарокко в доме Нестерова в Елгове и в доме Берга на улице Барона, 11. Это еще один доходный дом того самого Берга, владельца базара. А скульптурный декор фасада изготовил знаменитый скульптор Август Фольц.
Пекшинс играл стилями как опытный музыкант, свободно, уверенно, всегда попадая в нужную ноту. И вот наступает 20 век. В архитектуре происходит революция. Приходит модерн, или, как его называют в Германии и Австрии, югенстиль. Что такое модерн? Это отказ от прямого копирования исторических стилей. Это плавные, текучие линии, природные мотивы, цветы, растения, животные. Это асимметрия, новые материалы, функциональность. Пекшинс не мог остаться в стороне от этого течения. В 1901 году его бюро проектирует доходный дом на улице Таллинас, 23. Работал Пекшинс совместно с Эйженом Лаубе, который станет его постоянным соавтором во многих проектах. Посмотрите на фасад. Плавные линии, обрамляющие вход в дом, карминно-белый фасад, растительный орнамент, гермы с мужскими головами. И никаких колонн и пилястр. Это совершенно новая эстетика. Некоторые называют его домом дракона, другие – домом сама из-за оригинального решения входа. А может, там изображена морда моржа? Присмотритесь и сравните. Тоже похоже. К тому же на балконах его детки, моржата. А вы как думаете? Очень забавный декор. Правда, говорят, что Лаубе считал этот дом ошибкой молодости. А это была просто проба пера. В 1902 году появляются еще два важных здания. Доходный дом с магазинами на улице Смилшу, 2 и доходный дом на Стрелнеку, 6. Здесь уже используется богатый прикладной пластический декор, маски, фигуры, растительные мотивы. Мы в Старой Риге, в 2 шагах от Домской площади. Очень престижное место. И это дом на Смилшу, 2. Этот дом – один из шедевров югенстиля. Богатый лепной декор, характерная крыша в виде чешуи. Но главная фишка – это эркер в центре, двухъярусный, массивный. И что его держит? Кариатиды и атлант, скульптурные фигуры мужчины и женщины. Плюс дуб с мощными корнями растет прямо из стены. Женская фигура под эркером – это один из самых красивых женских образов в рижском модерне. Своеобразная мисс Рига рижского югенстиля. Серьезно, если будете рядом, остановитесь и рассмотрите ее вблизи. В центре эркера – павлин. В модерне это символ красоты и уверенности. Выше – крылатая женская голова, символ солнца. На углах эркера – сова и белка. Мудрость и быстрота. И здесь же инициалы владельца дома и дата – 1902 год. Этот дом принадлежал латышскому шахматисту Вильгельму фон Штамму. Вот он на фото среди участников Всероссийского шахматного турнира 1903 года. Может быть, поэтому мудрость и быстрота? Знаете, что еще особенного в этом доме? Каждый сандрик – это украшение над оконным проемом, оформлен по-разному. Представляете, какая работа? Пекшинс не просто копирует западные образцы модерна. Он может использовать отдельные мотивы историзма, но увеличивает их размер, отказывается от перегруженности. Смотрите, здание Видземского кредитного союза на улице Кальтю, 11. Это тоже старый город, построенное в 1902 году. Здесь есть и классические элементы, но они поданы по-новому, более свободно. Пекшинс вообще очень внимательно относился к символике декора. Он не просто украшал фасады, он создавал смысловые программы. Например, мотив дракона. На фасаде доходного дома Лазденша на Антониас 8 одно решение. На фасаде дома Райтерса на Терботас 33-35 совсем другое. Один и тот же мотив, но разные интерпретации, разное настроение. А изготовили этих драконов в мастерской самого известного скульптора Риги Августа Фольца. Посмотрите видео о нем на моем канале, ссылку оставлю в первом комментарии. И вот мы подходим к, пожалуй, самому важному зданию в карьере Пекшинса, его собственному дому на улице Альберта, 12, построенному в 1903 году совместно с Эйженом Лаубе. Это не просто дом, это манифест. Снаружи асимметричный фасад с башенкой, богатый декор, выразительный силуэт. Внутри
Продуманная планировка квартир, витражи, лепные потолки, дубовые панели на стенах, трафаретный орнамент. А лестничная клетка – это один из самых выразительных образцов раннего югенстиля в Риге. Говорят, что автором этих пейзажей мог быть сам художник Розенталс, который проживал на 5-м этаже этого дома. Плавные линии перил, растительный орнамент, игра света через витражи, разнообразие материалов, богатое декоративное убранство. Когда поднимаешься по этой лестнице, кажется, что находишься внутри живого организма. В доме были квартиры от 4 до 7 комнат с продуманной планировкой и хорошим естественным освещением. Встроенные печи и камины – производство рижской фабрики. Но главное, в 1904 году, сразу после завершения строительства, Пекшинс установил здесь современную систему центрального отопления. Котел в подвале, радиаторы в квартирах. Для того времени это было высшим пилотажем. Неудивительно, ведь сам Пекшинс только что основал компанию по установке отопления и сантехники, и свой дом стал лучшей рекламой его возможностей. Сам архитектор поселился в квартире на 1-м этаже вместе с женой Анной. Здесь же, в квартире номер 1, где теперь располагается центр югенстиля, был его рабочий кабинет. Вот в этом помещении. Вот табличка офиса Пекшинса. А вот реклама в рижской адресной книге тех лет. Это была не просто квартира, это была визитная карточка, демонстрация возможностей, живая реклама таланта архитектора. Сейчас в экспозиции центра югенстиля есть зал, посвященный Константину Пекшинсу, где он приветствует на входе каждого гостя. Здесь можно увидеть радиаторы с его именем, образцы плитки из его домов. В самой квартире его личных вещей нет. Из сохранившегося декор стен и потолков, планировка, полы, радиаторы. На верхнем, 5-м этаже жил знаменитый художник Янис Розенталс. Пекшинс специально спроектировал для него квартиру с мастерской. Там Розенталс со своей женой, финской певицей Элли Форсел, устраивал настоящие культурные салоны. Собирались художники, музыканты, писатели. С 1906 по 1910 год художник даже вел здесь курсы живописи. И сейчас там тоже музей. В этом доме также жил писатель Рудольф Блауманис, деловой партнер Пекшинса инженер Рихард Каблец, коллеги-архитекторы Александр Ванакс и Эйжен Лаубе, а также провел детские годы изобретатель самой маленькой пленочной камеры Минакс Вальтер Цап. Дом на Альберта 12 стал не просто жилым зданием, это был центр творческой и интеллектуальной жизни Риги начала XX века. Архитекторы, художники, писатели, инженеры – все под одной крышей, созданные Пекшинсом. Представляете атмосферу? Пекшинс на 1-м этаже проектирует новые здания. Этажом выше Лаубе работает над своими проектами. А на верхнем этаже Розенталс пишет картины, а вечером устраивает музыкальные вечера. Это был настоящий дом искусства. В 1915 году Пекшинс продал дом своему деловому партнеру, инженеру Каблицу. Кстати, он оказался очень интересной личностью. Чуть позже сделаю о нем шортс. Прикреплю к этому видео. Но что отличало модель Пекшинса от многих его коллег? Как вы думаете? Это философия подхода. Большинство архитекторов того времени украшали здания снаружи, лепили декор, добавляли орнаменты, старались произвести впечатление, как, например, Михаил Эйзенштейн. Пекшинс работал иначе. Он следовал основному принципу модерна – не украшать здания снаружи, а черпать красоту из практической утилитарной необходимости. Сначала функция, потом форма. И только потом декор, который подчеркивает форму. Посмотрите на его здания. Банковские здания на Брибас 46, Терботас 14. Жилые дома на Авату 1, Базница 45, Хоспиталю 5, Ноликтавас 5. Везде одна логика. Четкая компоновка объемов, продуманный выбор материалов, сдержанность декора, утонченность форм, элегантность. Декор есть, но его можно заметить только вблизи. Он не кричит, он шепчет.
Около 1905 года в европейской архитектуре появляется новое течение – национальный романтизм. Особенно сильно оно проявилось в северных странах – Финляндии, Швеции, Норвегии и, конечно, в Латвии. Что такое национальный романтизм? Это поиск собственных корней, обращение к народным традициям, к архитектуре крестьянских усадеб. Это натуральные материалы – камень, дерево, черепица. Это угловатые, мощные формы, отказ от изящества ради монументальности. Для латышей это было особенно важно. Шла эпоха национального пробуждения. Латыши искали свою идентичность, отличную от немецкой и русской культур. В 1904 году Пекшинс и Лаube едут в Финляндию. Виденный там северный модерн потрясает и вдохновляет архитекторов на создание собственного латышского национального романтизма. Пекшинс одним из первых в Риге начинает работать в этом стиле. В 1905 году совместно с Лаube он проектирует здание частной школы для читы учителей Анны и Атиса Кенинш на улице Терботас 1517. Посмотрите на это здание. Грубоватая фактура камня, угловатые формы, минимум декора. Но какая мощь, какая выразительность! В отделке фасада по настоянию заказчика использовали натуральный камень с легендарной латышской скалы Ставуракс. Это здание – один из символов архитектуры Риги начала XX века. И там по сей день учатся дети. Потом были доходные дома на Лачплеше 4 и Чака 26. Асимметрия, стилизованные этнографические мотивы. Надпись на латышском «Mans nams, mana pils» – «Мой дом, моя крепость». Оба дома 1905 года. В 1906 году появился второй корпус дома на Терботас 33-35. Рядом с мавританским стилем – латышский национальный романтизм. Снова асимметрия, этнографические узоры, отделка фасада грубым камнем и красным декоративным кирпичом. Штукатурка различной текстуры. Затем в 1907 доходный дом Рабиновича на Кришине Барана 40. Архитектор отказался от орнаментальных украшений, но использовал штукатурку различной текстуры и натуральный камень травертин. В этом же году появляется еще один собственный доходный дом Пекшинса на бульваре Кронвальда 10. Опять совместно с Лаube. Здесь уже активно используется рельефный орнамент с народными мотивами. Такой орнамент вообще становится важной частью архитектуры национального романтизма. Посмотрите на доходный дом на Рупные Цибас 3, построенный в 1908 году. Словно вырезанный из дерева, декор на каменном фасаде – это прямая отсылка к латышским крестьянским традициям. Или на Гертрудас 46. Здесь тоже видны рельефные узоры в национальном латышском стиле. В эти годы он работает невероятно продуктивно. Рижский второй банк взаимного кредита на Бривибас 46. Доходные дома на Виландес 4 и 10 с фасадом, украшенным рустованным деревом, штукатуркой различных цветов и текстур, а также барельефом с пасторальным сюжетом. Вход оформлен в виде замочной скважины. И вот наступает 1909 год, год триумфа. Объявляется конкурс на проект здания Рижского торгового общества взаимного кредита. Подан 21 проект от лучших архитекторов Риги. Побеждает проект Пекшинса и Артура Мёдлингера. Здание на улице Терботас 14 – это настоящий шедевр. Здесь все – монументальность национального романтизма, изящество позднего модерна, продуманная функциональность. При строительстве использованы самые дорогие материалы. Фасады отделаны черным и серым гранитом, привезенным из Финляндии и Швеции, а барельефы покрыты позолотой. На барельефах изображен кадуцей, символ бога торговли Меркурия. На узкой башне – часы на 3 стороны. И сейчас видна надпись на русском и латышском языках, но позолота стерлась и издалека плохо читается. Внутри роскошная дубовая лестница и витражи. На первом витраже портрет Кришьяниса Валдемарса и его цитата, которая переводится так:
Плывите, латыши, в море, собирать золото в приданое. Смотрите, какая же красота! Это был пик карьеры Пекшенса как архитектора. Около 1910 года в рижском модерне появляется еще одна тенденция – рождение вертикального модерна или югенстиля. Здания как будто вытягиваются вверх, устремляются к небу, и Пекшенс тоже подхватывает эту тенденцию. Пример таких зданий находится на улице Ауsekля, 14. Это рациональный вертикальный югенстиль с элементами классицизма и с латышскими орнаментами, а также на улице Виландес, 16. Вертикальный югенстиль с элементами национального романтизма. Угловое здание с башней-куполом, которое покрыто характерной для югенстиля чешуей. Сторона, выходящая на улицу Видас, украшена барельефом, изображающим женщину с букетом цветов. Здание отделано типичными для национального романтизма материалами. Грубый камень, шершавая темно-бежевая и гладкая светло-бежевая штукатурки. В 1910 году проект Пекшенса и Эрнеста Поле побеждает в конкурсе на доходный дом Озолинша на Бревибас 88. Но возводит это здание архитектор Янис Алкснис. Расчеты железобетонных конструкций здания выполняет инженер-строитель Всеволод Келдыш, выпускник Рижского политеха и будущий отец Мстислава Келдыша, академика и идеолога советской космической программы. Взгляните на этот фасад. Здесь модерн встречается с неоклассицизмом. Вертикальные линии тянут здание к небу, а классические элементы придают ему достоинство. Пекшенс умел заставить разные стили звучать в унисон. Здание занимает угол целого квартала и окружает огромный внутренний двор. Это была торговая галерея. Люди приходили сюда за покупками. Два величественных входа по диагонали двора – красивое и практичное решение. И снова Пекшенс спроектировал самый большой доходный дом того времени. Масштабы впечатляют – 400 постояльцев. На первом этаже – пассаж Озолинша, лавки, магазины. Выше – Банк Латвии, редакции газет, типография, ресторан. В 1930-х здесь стремились жить успешные люди и знаменитости. Очень престижное место. Войну здание пережило. Была школа. Советское время пережило. Жили офицеры флота с семьями. А новые времена его пока не приняли. Обретя хозяев, здание потеряло свой прежний высокий статус. Сейчас в здании никто не живет. Двор закрыт для прохода. Дом в таком состоянии и на главной улице города. Печальное зрелище. В интернете с 2020 года висит проект реконструкции дома. Там планируют разместить гостиницу. Сроки реализации отсутствуют. Но Пекшенс был не только архитектором. Это был человек-оркестр, занимавшийся множеством дел одновременно. В 1889 году он участвует в возрождении Рижского общества архитекторов и активно работает в нем. В начале 20 века входит в жюри нескольких архитектурных конкурсов. Именно такие люди формировали архитектурный вкус эпохи, а также сам участвует в конкурсах и побеждает. Например, в 1907 году Пекшенс совместно с Лаубе участвует в конкурсной выставке «Рабочий дом», на выставке рабочих квартир и средств к существованию. Это была важная социальная инициатива – найти способы строить доступное жилье для рабочих. И Пекшенс получает 2 первые премии – за проект двухсемейного дома и за проект односемейного. Вот фото такого дома на выставке. Как я уже упоминала, рассказывая о его собственном доме на Альберта 12, в те же годы он создает фирму по монтажу сантехнических систем Константин Пекшенс, которая становится одной из крупнейших в своей отрасли. Фирма работала до 1940 года, пережив войну, революцию и смену власти. Это говорит о качестве работы и деловой хватке Пекшенса. За свою карьеру архитектора Пекшенс проектировал не только роскошные доходные дома в центре, но и множество малоэтажных деревянных домов в рабочих предместьях Риги. Известно порядка 30 таких строений. Вот фото жилого дома для работников конца XIX века. Это еще до упомянутой выставки. А это один из примеров восстановленного деревянного дома с магазином, созданного по проекту Пекшенса. И даже здесь есть элементы модерна. Также он возвел несколько деревянных особняков, включая собственную дачу в Дзинтаре, совместно с Медлингером. Сейчас она выглядит так. К сожалению, она перестроена
И это уже совсем другое строение, ее не узнать. В 1907 году Пекшин участвует в издании газеты «Вестник Отечества», а в 1914 становится издателем газет «Рижские известия» и «Вестник». В сложное предвоенное время это было не просто бизнесом, но и общественной позицией. С 1909 года Пекшин – член Рижской городской думы. Это значит, что он участвует в принятии решений о развитии города, о строительстве, благоустройстве. Он был председателем ипотечного банка, членом Совета различных кредитных учреждений. Его можно смело назвать вторым самым влиятельным латышом со времен Яниса Бауманиса. После Первой мировой войны, когда Латвия обрела независимость, Пекшин больше не занимается архитектурной практикой. Он работает в технических комиссиях Рижской думы, пишет статьи, занимается теоретическими вопросами. В 1928 году здоровье Пекшинса сильно ухудшилось. Он отправился на лечение в немецкий город Киссинген, известный своими целебными источниками. Но 23 июня, в канун Лиго, главного латышского праздника, траурная весть достигла родины. Константин Пекшинс умер вдали от дома в возрасте 69 лет. И вот некролог из Рижской газеты. Что он оставил после себя? Около 250 многоэтажных зданий в Риге, множество деревянных домов, церкви, общественные здания, банки. Значительная часть сохранилась до наших дней. Вот карта с его адресами в историческом центре. Но он оставил не только здания. Пекшин создал школу. В его бюро начинали практику многие архитекторы, которые потом сами стали знаменитыми. Эйжен Лаубе, Август Ванакс, Август Малвес, Артур Мёдлингер, Эрнест Поле, Мартин Шнукша. Строительные проекты подписывал Пекшинс. Он был главным архитектором, руководителем бюро, но автором художественного замысла часто были молодые архитекторы. Он давал своим ученикам свободу творчества, но при этом направлял их, делился опытом. Именно так рождались шедевры. Он был мостом между поколениями, учеником Бауманиса и учителем архитекторов независимой Латвии. Знаете, что удивительно? Пекшинс родился в 1859 году в мире без электричества, где передвигались на гужевом транспорте. А умер в 1928, когда по улицам ездили автомобили, звонили телефоны, а в Нью-Йорке уже строили небоскребы. За свои 69 лет он прошел путь от студента до одного из самых влиятельных архитекторов Балтии. Видел, как эклектика сменяется модерном, модерн функционализмом. И не просто наблюдал, участвовал, создавал эти изменения. Но главное, он оставил после себя город. Каждое 4-5 здание в Риге – его работа. Эти башенки, силуэты, продуманные до мелочей фасады. Пекшинс не просто строил дома, он создавал среду для жизни. Думал о людях, которые будут подниматься по его лестнице, смотреть в окна, просыпаться от света сквозь витражи. Искусство плюс инженерия. Красота плюс функциональность. Каждое здание – это головоломка. Как вписать объем, организовать пространство, сделать выразительно, но не перегрузить. 250 зданий за 40 лет – больше 6 в год. И каждая со своим характером. И город помнит своего самого продуктивного архитектора. В 1929 году, через год после его смерти, его именем назвали улицу в микрорайоне Тейка. Небольшую, неприметную. И ни одного его здания там нет. В 2006 году Пекшинса включили в число 100 великих латвийцев. Вот статья о нем в книге. А в 2025 году вышло в свет объемное, хорошо оформленное издание «Пекшинс и его время». На Лачплиша 27 висит его мемориальная доска. На Терботас 1517 на здании школы тоже упомянуто его имя. В центре Югенстиля есть посвященный ему зал.
8 марта, в день его рождения, коллектив музея, члены студенческой корпорации Силония, а также почитатели таланта архитектора навещают могилу Пекшинса на лесном кладбище. Память жива. В следующий раз в Риге обратите внимание на здания вокруг. Найдите башенки Пекшинса, национальные орнаменты, выразительные силуэты. Присмотритесь к углам, к окнам, к тому, как декор подчеркивает форму. И вспомните, архитектура – это единственное искусство, через которое мы проходим каждый день, не замечая. Мы живем внутри чужих мыслей, поднимаемся по чужим мечтам, смотрим на мир через окна, которые кто-то для нас придумал. Пекшинс знал это и придумал 250 способов сделать жизнь чуть красивее. Может, это и есть настоящее бессмертие, когда твоя работа становится частью повседневности тысяч людей, когда город живет в ритме, который ты создал. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Впереди еще много историй об архитектуре, о городах и о людях, которые их создавали. До новых встреч, друзья!